Казнь вторая. И сказал Господь Моисею: скажи Аарону: простри руку твою с жезлом твоим на реки, на потоки и на озера, и выведи жаб на землю египетскую. Аарон простер руку свою на воды египетские, и вышли жабы, и покрыли землю египетскую. Исход, глава 8, стих 5-6. Как было обещано фараону: они выйдут и войдут в дом твой, и в спальню твою, и на постель твою, и в дома рабов твоих, и народа твоего, и в печи твои, и в квашни твои. Исход, глава 8, стих 3. Жабы наполнили всю землю египетскую. Египетские колдуны снова принялись колдовать, чтобы избавить Египет от нашествия жаб. Но жаб стало еще больше. Что же мы читаем в книге Исход? Глава 8, стих 7-9. Тоже сделали волхвы чарами своими, и вывели жаб на землю египетскую. И призвал фараон Моисея и Аарона, и сказал: помолитесь Господу, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего, и я отпущу народ израильский принести жертву Господу. Моисей сказал фараону: назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя в домах твоих и остались только в реке. Но не смягчилось сердце ужесточенного фараона, и не отпустил он народ израильский. И казни египетские продолжились. Итак, вопрос: что было и что стало? Вторая казнь уже сейчас настала? Давайте посмотрим, что говорит о казнях египетских помазанник Божий, пророк Божий Илия, державный патриарх Зосима. Если вы принимаете глаз Божий, то даете свое согласие на проведение вот этого собора, чтобы вот именно подотчетны вы были только помазаннику его закона. Все. То есть вы себя передаете именно не той власти, которой послушаете сейчас, она иудействующая. Понимаете, сейчас пойдет казнь на эту, потому что Бог освобождает Русь святую. И все, кто будет с этими иудействующими под их, как бы сказать, таким мирским амофором под властью, допустим, до гражданства и так далее, все воспримут великие язвы страшные. Господь попустит это, то, что вы покорились этой власти, она будет вас убивать, будет мучить, и будет такое. А Господь будет попускать вам эти страшные, ужасные состояния. И смерть. А после смерти это участь такая же с ними проклятая. Понимаете? Поэтому, братья и сестры, выходите из этой всей системы. Вот это вот и есть тот собор, созыв, да, для того, чтобы снять гнет с себя. Давайте посмотрим, где мы видим сейчас изображение жаб, какими продуктами нас пытаются накормить. Вам интересно? Ну тогда посмотрите. Давайте посмотрим, где упоминается в Откровении у Иоанна Богослова о жабах. Глава 16, стих 12-14. «Шестый ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя и из уст лжепророка 3 духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя». Данное откровение актуально как никогда в настоящие дни. Кто имеет уши слышать, да слышит.
Полчища лягушек переполошили сегодня жителей Динского района. В станице Пластуновской тучи маленьких земноводных выпрыгивают из зарослей на берегу реки Кочеты. Вроде бы ничего необычного, но местных жителей настораживает количество гостей. Говорят, что в прошлом году квакающих здесь тоже было много. Правда, они были крупнее и издавали более громкие звуки. Люди предполагают, что лягушата начали выпрыгивать из воды на белый свет из-за пересыхания речки. Кроме того, станичники замечают, что активизировались и змеи, которые земноводные главный источник пищи. Массовому нашествию лягушек подвергся один из городов центрального Китая. Тысячи квакш заполнили улицы, двигаясь в одном направлении, словно повинуясь какому-то приказу. Земноводные сотнями гибли под колесами машин и ногами пешеходов. Лишь через сутки число прыгающих мигрантов пошло на убыль. У меня вчера полный дом жаб был. Еле избавился. Пришлось сегодня под дверь доску положить, чтобы не заползли. У соседа то же самое. Асфальт просто черный был от лягушек. Зоологи пока не могут назвать точную причину столь массового переселения лягушек. По их мнению, отправиться в поход они могли из-за изменения погоды или нарушения экологических условий.